Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Друзья, советские мельхиоровые монеты 1942 года встречаются реже, чем их ближайшие соседи по датам. Об этом знает каждый, кто хоть чуточку окунулся в прекрасный мир советской нумизматики. Казалось бы, причина этого лежит на поверхности – война, да монет ли. Но тем не менее, несмотря на войну, чеканка монет продолжалась полным ходом, поскольку состояние войны не отменяет денежного обращения, а только усложняет его. Магазины и рынки продолжают работать, и потребность в звонкой монете никуда не исчезает. Более того, только возрастает из-за инфляции, которая всегда сопутствует войнам. Не случайно тиражи монет следующего года, 1943 многократно превышают количество выпущенных в 1942 году. Вся история войн подтверждает это. В военные годы количество монеты в обращении любой воюющей страны только увеличивается. Ну, друзья, мы об этом поговорим с вами в другой раз. А сейчас давайте заострим внимание на причинах относительной редкости советских монет с датой 1942. Основных причин такой ситуации две. Первой причиной из двух является эвакуация основных мощностей Ленинградского монетного двора в небольшой городок Краснокамск, Молотовской, сейчас Пермской области, где и чеканилась большая часть монет военного периода. Разумеется, эвакуация и наладка производства на новом месте требует времени, что и явилось одной из причин снижения объемов производства. Второй причиной была подготовка к введению в 1943 году новой военной формы и восстановление офицерских званий в Красной армии. Дело в том, что для миллионов офицерских погон требовались звездочки, а самым подходящим предприятием для их изготовления был именно монетный двор с его хорошо развитым штамповочным производством. Именно этой дополнительной причиной обусловлена особая редкость 10 и 15 копеечных монет 1942 года. Мощности, на которых производилась чеканка этих номиналов, были задействованы для изготовления звездочек. Совокупность этих факторов стала причиной большой разницы в цене довольно частых 20-копеечных монет и редких 10 и 15-копеечных. На сегодняшний день их стоимость в хорошем состоянии обычно бывает около 200 рублей для 20-копеечных монет и около 10 тысяч рублей для 10 и 15-копеечных монет. Однако и среди 20-копеечников иногда встречаются редкие и востребованные разновидности. Друзья, давайте я вам попробую показать наиболее интересные из них. Самой редкой и востребованной из 20-копеечных монет 1942 года является так называемая перепутка. Монета, лицевая сторона та, что с гербом, которая чеканена не родным штемпелем, а предназначенным для чеканки монет трехкопеечного достоинства, очень близких по диаметру. Основное отличие этих монет в рисунке звезды над гербом СССР. На родном штемпеле 20 копеек она маленькая и плоская, а на трехкопеечном большая и фигурная. Эта монета настолько редка, что впервые была обнаружена только через 35 лет после чеканки, в 1977 году, калининградским коллекционером Александром Барсуковым. В настоящее время их известно всего около 2 десятков, а за экземпляр в хорошем состоянии, даже в нынешние скудные времена, коллекционеры готовы платить до 50 тысяч рублей. Также не менее редко встречается и другая перепутка. 20-копеечная монета, отчеканенная на бронзовой заготовке для 3 копеек. Помимо желтого цвета, она отличается и меньшим весом, всего 3 грамма вместо 3,6 у обычного 2-гривенного. Стоимость такой монеты тоже около 50 тысяч рублей, но в хорошем состоянии они встречаются еще реже. Весьма редко встречаются и некоторые другие разновидности.
вариант с узкой цифрой 2 в дате и маленькими желудями. Перед вами сейчас снимок этой монеты. За него можно получить около 3000 рублей, что примерно в 15 раз больше, чем за обычную монету этого года. На ваших экранах вариант с очень толстым серпом и молотом на земном шаре. Его стоимость тоже около 3000 рублей при условии хорошего состояния. И еще о двухкопеечной монете 1942 года. Друзья, с легкой руки журналиста Щелокова, опубликовавшего в 1986 году каталог монет СССР, многие коллекционеры считают, что такая монета существует в реальности, поскольку в 1942 году в городе Краснокамске, куда в годы войны эвакуировался Ленинградский монетный двор, согласно отчетам, было отчеканено 450 двухкопеечных монет на сумму 9 рублей. Более того, на нумизматическом рынке регулярно появляются поддельные двухкопеечники с этой даты. Исследования коллекционера и ученого Моисеенко показали, что штемпеля двушек с датой 1942 не изготавливалось вообще, а упомянутые 450 монет были отчеканены штемпелями, датированными предыдущим 1941 год. Подлинных двушек 1942 год нет и быть не может. Уважаемые зрители, также необходимо помнить, что редкие монеты часто подделываются разными умельцами. Поэтому при покупке таких монет надо проявлять бдительность. На ваших экранах пример поддельной 10-копеечной монеты 1942 года, изготовленной способом грубой перегравировки из подлинной монеты 1943 год. Друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.